Ну что ж, доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы будем проходить Totally Accurate Battle Simulator. Я с этой игрой вчера знакомился перед сном, думал что-нибудь простенькое поиграть. На самом деле я эту дичь даже не думал стримить, но она вышла довольно-таки забавной. Так что я подумал, а почему бы нет? Все равно каких-то других стримов у нас не планировалось. Так, ну, я почти все, получается, вступление прошел. Но ничего страшного, начнем заново. Эта игра иногда генерирует какие-то забавные ситуации. Тем более, что я все равно до сих пор не до конца разобрался с управлением. Давайте мочить их. Моя помощь даже не понадобилась. Что-то, мне кажется, нас сейчас уделают. Промазал. Стоп, я один жив остался. Как так? Один в поле воин, давай. Я смогу. Блин, управление случайно потерял. Но меня это спасло даже. О, господи, еле-еле пронесло. Все, выиграли. Это было потно. Если бы я не взял управление этим персонажем, нас бы уделали. Так, я, может быть, действую немножечко нечестно, но как-то не суть важно. Я просто хочу побыстрее пройти до того момента, где я остановился вчера. Тихо. Так, нужно этого... Нет, промазал! Блин, нас уделали. Он быстрее оказался. Тоже мне самый быстрый стрелок на Диком Западе. Так, а если вот так? Даже не буду участвовать, посмотрим, что выйдет. О! Есть! Давайте, ребята, мы справимся. Так, нужно вот это вот делать. Я быстрее. Блин, в камень попал! Нет! 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 Есть! Меня кто-то спас. Прям в тыку зарядил. Молодец. Получше повышение. Ой, да там парочка этих осталось. Вот и все. Правда, по-моему, своих немножечко задело, самую малость. Но это они сами, в принципе, это не я. Так, эти придурки. Три вождя сделаем, они сейчас все разберут.
Блин, один... Как так? Он один остался, ты чё, издеваешься? Давайте одного вождя, одного мага. Двух вождей и одного мага, окей. Вот так. О! Что-то как-то не очень вышло хорошо. Давай! Так, мне кажется, мы что-то не то делаем. А если вот так? Да я же всех убил! Так, ну тактика у нас в принципе неплохая. Мы чуть-чуть своих пустим на мясо. О! Нет, 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 иди нафиг. Сейчас я перезаряжусь, погоди. Отстань от меня. Иди нафиг. Да... А! Так, ну в общем, я знаю, что надо делать. Есть! Ну, я, конечно, немножко не это планировал, но пойдет. О, можем мамонта. Я даже ничего делать не буду, мне кажется, он разберется. Я поначалу думал, они какими-то камнями кидаются, а это, короче, склянки с ядом. Это отравители. Они вообще бесят просто люто. Урона они наносят достаточно мало, но накладывают статус замешательства какой-то. То есть мои юниты постоянно как-то падают, отключаются, идут не в ту сторону. Вот так. Да, блин, не успел убежать. Ладно, мамонт всех разберет, он вообще молодец. Да, вот про этот статус отравления я говорил. Отстаньте от меня! Да блин! Давайте я хоть одного убью сегодня. Пускай эта мамонт разбирается тогда. Нет! Нет! Мамонт, спасай давай! Блин, все, мне капец. Есть! Одного убил, кажется, да? Чё там мамонт совсем отравился? Молодец, если бы я тебя под управление не взял, ты бы так и стоял там в стенке. Так,
Короче, это мы за счет первобытных племен захватили фермеров, теперь будем управлять фермерами. Они сами справятся. Я, кстати, не понимаю, на самом деле, как несколько крестьян с вилами умудрились мечников заковырять. Они не умудрились, они все полегли. Блин, а вчера у меня легко получилось. Отравили. Да, будете мочить их. Да вы издеваетесь, что ли? Почему там все дохлые? Ничего, сейчас отравитель затащит, я знаю. По-моему, он под своим бьет больше. Опс. Да ёкар. Вот еще один. Есть. Нет, я опять по своему попал. Есть. Ну все, короче, сейчас его закидаю. Нормально. Есть. Вот не зря его скрафтил, да? Пойдет. Эти хоббиты вообще бесполезные, по-моему. Вот он бросается, и чё, он ничего не делает, у него урона не наносит почти. Я, кстати, не понял, что барды делают. Они тупо кидаются со скалы. Но наши-то не кидаются, то есть в этом смысла нету. Придурки в стагах сена. Ну вот и все. Какой-то скучный бой был. Я их раскидываю, чтобы катапульта сразу не убила кучу. Ну вот одного, двоих захерачил, нормально. Так, сейчас главное, чтобы отравитель своих не задел. Так, где нафиг я тебя под управление беру? Ну все, мы выиграли. Ха-ха, успел. Это я его добил или нет? Ну, скорее всего, вилами. У отравителя нет столько урона, чтобы катапульту с одного броска опрокинуть. Так. Давайте здесь пугало попробуем. Здесь дальнобойных все равно нету юнитов, только ближники. Блин, король живучий. Плюс его отхиливают вот эти. Ничего, сейчас перезарядимся. Сейчас перезарядимся, я сказал. Давайте, блин, мочите.
Есть, молодцы. Все готово. Так, теперь римляне, да? Кучку бардов создать. Даже что, они бесполезные. Так. У нас, значит, копейщики и... щитом, да, ребята? А у нас против щитов, получается, только рыцари. Ага. Давайте, давайте. Есть! Я кого-то убил даже. Ну, я свой вклад в победу внес. Эти ребята довольно быстро всех раскидали. Ой, даже один рыцарь сдох. Ну ладно, не страшно. Что-то весь бой пропустил, пытался на лестницу забраться. Так, здесь эти гоплиты, да, это копейщики со щитом. Господи, то же самое почти. Ну, тактика та же самая. Ай, блин, попал в щит, а? Давайте, ребята. Блин. Держитесь. Я чувствую, они не держатся. Что такое? Я никого не убил. До свидания. Я тут просто мимо проходил. Идите нафиг. Наискосок, кстати, он ходит быстрее, чем просто вперед почему-то. Или нет? Эх. Я уж было поверил в чудо. Давайте, давайте, перезаряжаемся быстрей. Успеем, успеем, нормально все, живем. Да. Это была идеальная тактика. Так, ну здесь, я думаю, нужно кучу бардов заспавнить. А сами втихаря подойдем к баллисте и ее... Мне кажется, мне удастся это сделать. Ну, почти удалось. Ладно, ничего, у нас еще несколько попыток есть. Да что же они такие меткие? Ха-ха, лошары. Так, все, в меня не целится. Нет, 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 нет. Да как? Как? Да, это было бы... Я спрячусь, я успею. Есть. Живем. Нормально, нормально. Давай. Я сделал удар, я сделал. Я опрокинул ее. Я опрокинул. Я герой. Мне медаль дадут, нет за это. У нас барды-то остались еще. А, да кучи.
Нет, 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 нет. Все нормально. Хватит. Сколько ударов нужно, чтобы это что? О, сломал. Вставай, вставай. Не хочешь вставать. Давайте, ребята. Так, нужно опрокинутую добить, потому что она все еще жива. Ага. Я говорю, это победная тактика. Правда, почти все барды сдохли, но... Я что, один остался? Да ладно! Это будет сложно. За Спарту! Нет, нет, нет! Мне хлебальник почти разбили. Нет! А, хотя проигрыш не написали, значит еще кто-то жив. Отставить! Отставить меня атаковать! О, убил кого-то, убил! Давай! Блин, почти. Но было близко. Так, зря я, наверное, лучников сделал, я забыл, что эти... Здорово. Да кто там орёт? Есть! Минус одна баллиста. О, надо же! Тактика с лучниками сработала прикольно. Учитывая, что здесь щитоносцы, а щиты вообще практически неуязвимы для луков. То есть, если бы они не подходили в упор, они бы выиграли. Ладно, мы молодцы. Так, значит, здесь минотавры и копейщики. На барда не хватает, эх, жаль. Есть, я кого-то убил. По-моему, скорость передвижения не очень высокая. А, все? Ничего себе, это было быстро. Он даже умер стоя. А можно стрелять повыше пояса? Так, викинги. Блин, а быстро мы дошли на самом деле. То есть я где-то... Ну да, я только 2 уровня, получается, прошел вчера дополнительно. Такс. Щитоносцы и лучники. Окей. Блин, лучники сейчас замахают минотавр.
Или нет? Давайте, ребята. Да чего у вас такой урон низкий, а? Так, он по мне немножко повал, нападет. Так, это у нас кто? А это я еще не проходил, я не знаю, кто это. Берсерк какой-то, видимо. Давайте 2 Зевсов и кучу щитовиков. Даже управлять никем не буду. Ну, это было легко. Или нет? А, нет, берсерки еще живы, ничего себе. Давай, помогай мне. Я почти сдох. Капец, он живучий, а? Нужно запомнить этого чувачка. Так, куча лучников, куча щитовиков, 3 берсерка. 3 Зевса. А я так лучником сбоку. Блин, Зевсы сквозь щиты бьют, прикольно. Так, я займусь лучниками. А, их уже нету. Блин, вот этот лучник, он прикольный, он стреляет змеями, змеи, иди нафиг от меня. Змеи потом продолжают атаковать противников, но у него перезарядка очень долгая. Во! Уйдет меня болезный, а? Что с тобой не так? А, молодцы, Зевсы. Люди нести это будут, прикольно. Блин, а если кучу минотавров сделать? Ну, кучу это назвать, конечно, сложно. И баллист. И арчер. Ну да, Минотавру сразу опрокинули. Такс. Почему у меня ощущение, что нас сейчас замахают? Короче, понятно. Нужно все брать в свои руки. Правда, не думаю, что это... Ну да, не помогло. Блин, битва первого лица вообще ни о чем. Да куда ты стреляешь, придурок? Ничего, сейчас нормально все будет. А, он даже задержкой палит, ничего себе. Ох ты чё? Задави, дави, дави! Черт. Ладно, тактика с баллистами не очень хорошо работает. Опять 3.
Ну, Зевса сейчас нормально раскидают. Молния самонаводящийся, можно даже не целиться особо. Ну да, Зевсы. Это победная поза такая. Я даже камеру специально не делал. А у этого такая же почти. Ладно, пойдет. Ага, это обучающая компания была. Нас, видимо, просто знакомили с... Так, а эти придурки с деревьев будут слазить, нет? Или нам нужно прямо на деревьях их как-то убить? А, и мы абсолютно любых можем? Ничего себе. Так, остальные фракции я и не видел еще. Ну ладно, мы сражаемся против племени, скорее всего, тоже будем использовать племя ради баланса. Фантазия у меня 0, поэтому просто копейщиков нас... Ой, эти придурки все упали. Вы не в тех стреляете! Удоды! Зачем вы в щит потратили все копья? А, молодцы. А, это было легко. Да как-то ты криво кинул, по-моему, мягко говоря. Да, изи. Так, это я видел. Отравитель нельзя в руки И давать. Он вечно в своих попадает. Ну, не скажу, что я прям лучше. Ауч. Извиняйте, ребята. А вы и так неплохо справились. Так, куча этих стагов. Стаги у нас устойчивы к лукам. Это будет легко. Ну да, просто заковыряли, просто смели живой массой. Так, что здесь эти хоббиты делают? Так, а здесь кто-то кроме хоббитов есть? Я никого не вижу больше.
Атас! Вы что, издеваетесь? Два хоббита заковыряли. Не, ну все, нам конец. Да чё вы там братаетесь, блин? Что происходит вообще? Они там групповуху устроить решили? Я даже не сомневался. Куда этот придурок пошел? Да чё ты орёшь? Да... Как так? А! Иди сюда. Так, тебе и надо. Каждому хоббиту по копью в печень. У нас будет честная битва. У меня коптер висит от этого ханалии. Господи, что вообще происходит? Я пока только один труп вижу, это наш труп. А, нет, вот синий один лежит. О, да их там много. Или они просто лежат без сознания. Давайте, ребята, фортуна на нашей стороне. Мне кажется, мы побеждаем. Блин, наши начали убиваться в реке. Прям серьезно, World War Z. Какой в этом смысл? Иди сюда. Вот и все. Барды против бардов, вышло честно. Так, куча костяных магов и несколько щитовиков. Я надеюсь, все маги сразу атакуют этого одного самоубийцу. А! Я надеялся, какой-нибудь убью.
Есть! Попал. Ну, это было близко. Есть! Я нанес победный удар. А, пофиг, даже если бы я промахнулся, наши бы их уделали. Как-то так. Дуэль, блин. Мне кажется, не все так просто. Вон там кто-то в кустах есть. А, куча хоббитов. Да, все, мы затащили. Непонятно, правда, как хоббиты умудрились убить... Двух? Да. Двух жнецов. Или одного. Или одну, это вообще может девушка. Ладно, не суть. Так, а здесь прям мешанина, да? Первобытные, фермеры, средневековые, римляне и викинги. Мы все это будем контрить копейщиками. И мы проиграли. Я их специально так ставлю, чтобы они по очереди кидали. А они почему-то все равно одновременно кидали. Ну все, короче, да. Блин, придурки себя убили. Нафиг скипаю. Как всегда, победный удар мой.
Так, а это что за ребята, я не знаю на самом деле. Они как-то отличаются от вождей, нет? Ну, давайте таких же поставим. Кто это? Берсерки? Да. Так, 250 они стоят. А вожди по 400. Ага, интересно. У них хп нифига нету, они, может быть, атакуют сильно, но... Понятно, а вожди это как берсерки, только крепкие. Ага. Давайте лучше лучников и подальше их поставим. Вот это я понимаю. Не, все, они готовы. Да. Если бы мы еще в сухую выиграли, никого не потеряв. Вот этот чел еле выжил, прям сразу видно. Я, кстати, не знаю, это чел с дубинкой, он очень мощный, нет? А, понятно. А, вот так. Еще лучше. Нет, давайте еще раз. Что это было? Господи, какие вы бесполезные. Он не может встать. Ого! Ого! Этот дохлый. Ну понятно, короче, все, приехали. Бар топовый вообще. Серьезно, Барт его замахал. Вот это мастерство. Вот это я понимаю. Это вообще самый лучший юнит в игре, я вам серьезно говорю. Он и баллисты разбирает, и фермеров. Так, давайте этот уровень еще раз пройдем. Мне что-то понравилось. Так. А мечник обычный. Ага. То есть мечник не умирает от одного удара вилами. Прикольно. Или умирает. Погодите, смотрите, у него глаза дохлые. Или они дохлые. Нет, не дохлые. Ну да. От одного удара он не умирает. Ха! У древних никого за сотку нельзя купить, кроме щитоносца. Я, правда, не знаю, чем их щитоносец вот этот римский лучше, чем щитоносец этих племен. Он всего лишь на десятку дороже стоит.
А, хотя он живучий. Смотрите, он даже его столкнуть умудрил. Так, а у викингов? Голова... Головомес, головолом. Ладно, пофиг. Это было быстро. Хочу еще раз. Так, и больше у них никого нельзя купить, да? У самураев тоже. Художники. Это несерьезно. Так. Пираты. Ну, извините меня, 2 пистолета против вилл, но это несерьезно. Так, знаете что, здесь есть какие-нибудь... перезапуск боя, там что-нибудь такое? Нет, нету. Мне каждый раз надоедает карту переключать вручную. Акимба. А, погодите, а что у него с головой не так? Так, ладно, и кто там еще остался? Спуки. Но это, я так понимаю, нежить всякая. Давай! О, он еще и какие-то дебафы накладывает. А, они типа бояться начинают, да? А, он еще щитом бьет, ничего себе. Прикольный юнит. Ну, я думаю, с ними потом разберемся. Сначала какие-то классические будем использовать. Ну, можно было, конечно, катапульты, там, королей посоздавать, но лучники это самое то. Только что-то маловато мы убили. А может и прокатит. Да, прокатит. Так, мне понравилась эта карта, еще раз хочу. Только давайте теперь копейщика. Они, по-моему, еще лучше, чем лучники справились. Прям дикобразы какие-то. Блин, круто, круто, ничего не скажешь. Да блин, нельзя как-то перезапустить бой, серьезно. Камнеметы. Я, кстати, не знаю, чем камнеметы лучше, чем копейщики. Я так понимаю, они щиты пробивают.
Все понятно. Ну, видимо, да, они против брони хороши, а вот... Хотя, может, и сдюжит. Это кто там такой звук издал? Блин, такой здоровенный булыжник кидать, это, конечно, немерено сил нужно, ну ладно. Эти. Я почему-то ставлю на этих косцов, жнецов. Хотя, как знать. Так, минус 1 отравитель. Минус 2. А, нет, все еще минус 1. Минус 3. Минус... Нет, все еще 3. Минус 4. Блин, он жив. Ладно, короче, не считаю, просто смотрим. Два придурка застряли. Один единственный камень, а? Ну понятно, я ставил на жнецов, и я оказался прав. То есть один отравитель это неплохо, но целая куча. Вот так сделаем. Мне даже интересно, я даже не знаю, кто выиграет на самом деле. Если только Кэти успеет перезарядиться. О, наш победили. Ну, конечно, в таких ситуациях дальний бой-то тащит. Блин, вот эти коляски вообще придурочные, просто я не понимаю их смысла. Не, все, это конец. Ну, хоть одного вражеского юнита завалили. Я только с нашей трупы вижу. Хоть один, давайте. Хоть один синий труп где-нибудь. Есть? Эх, какие же вы неудачники. Так, ладно, попробовать лучников стоит. А, лучником мы уже проходили, да? Вот так. У меня плохие предчувствия по этому поводу. Блин, а может и пройдем? У нас осталось 2 катапульты. Давайте. Кто первый выстрелит? Есть, молодцы. Хотя я вас не верил, если честно.
Ох ты, блин, хорошо полетела. Да ладно, мы вчистую сможем выиграть. Хотя нет, вряд ли. Сейчас кого-нибудь завалит. Да. Блин, мы своего убили. Красиво полетело. Так, а Зевсы как себя покажут? Да, они вообще все затащат легко, мне кажется. Или нет? Да ладно, Зевсы проиграли, вы серьезно? Ничего себе. Получается, это необычная дальняя атака, у них еще какие-то уязвимости есть. Снейк Арчер. Блин, прикольная штука на самом деле. Змеями палец. Ну вот они сейчас заняты змеями, в принципе, есть время на перезарядку. Кстати, стрелы змей — это отсылка к первому фильму Конан Варвар. Там злой колдун превратил змею в стрелу и ей выстрелил. Ну да, тот самый Конан, который с Шварценеггером. С молодым еще. Да, все выиграли. Змеи решают. Так, Минотавр, что ли, попробовать? Ну, они, конечно, ближники, но посмотрим. Что-то, мне кажется, они проиграют. Да, все. Сухую. Что-то какой-то дешевый ледяной стрелок. Он же, по идее, вообще замораживает при попадании. То есть это один из самых топовых, наверное, дальнобойщиков, которые есть. Теоретически они даже подойти не успеют. То есть они замерзнут на полпути, и мы продолжим накидывать. Я, правда, не знаю, какой у них откат. Сейчас посмотрим. 3 секунды? Да вы что, прикалываетесь? Но у них, наверное, урон низкий, да? Ну да, у них урон ниже. Зато дебафы, наверное, серьезно. Мы в сухую выиграем. Давайте, ребята, накидывайте. Почему они до сих пор живы? Они вообще не дохнут, что ли? А, нет, вон кто сдох, кажется. Как дикобразы все натыканы. Атас вообще, блин, ребята, вы жгете. Ну, конечно, урон у вас говна, ну ладно. Блин, прикольный уровень, мне нравится. Так. Браулера нет. Может, берсерков попробуем? Но они, скорее всего, не затащат. У них здоровья нет вообще никакого.
Вот и все. Нас разобрали. Камикадзе. Они еще как-то по-другому атаковать могут. Но нас это не спасло. Да кого там добить не можете? Давайте добивайте быстрее. Косой. Блин, у жнецов радиус атаки очень большой, щитами вообще бесполезно против них. Кого ты стреляешь, придурок? Ну ладно, все уже, без разницы. Беги! Беги, Форест, беги! Бля, они каждый раз цепляются об этот камень. Ну, ты сражался как мужик. А, что за валькирии, кстати, я так и не посмотрел. Ну, они еще летают. Так, понятно. Левый это левым мечом, правый это правым мечом. А, я... Я один остался жив. Но ненадолго. Давайте, ярлы. Блин, ярлы должны затащить, они, скорее всего, такие же элитные воины, как и жнецы. Только почему-то мне кажется, что ярлы всасывают. Блин, ты в своего попал, придурок. Легкая добыча. Ни хрена себе у тебя урон. Одним ударом сразу двоих завалил. Да, мощный чувак, ничего не скажешь. Так, а чё за ладья там? Я даже не знаю, что он делает на самом деле. Я как-то в бою не оценил его. А, если что, такая туфта вообще. То есть они несут, кидают эту ладью на врагов, и из нее вылазят 3 воина. Да? В этом есть смысл? Так это лажа какая-то. Хотя, с другой стороны, эти воины довольно неплохо сражаются. Смотрите, они завалили всех жнецов почти. А, я даже не успел посмотреть, как он атакует. Прям по шарабаны. Так, я хочу еще пиратов попробовать.
Так, а сейчас у них с головой все нормально. Так, пираты без оружия могут атаковать? А, да, просто руками. Давай, давай, ты впереди, я сзади. Дурак. Короче, урон у их пистолетиков как-то не очень. Скелеты, лучники. Ух ты, ничего себе, зажигательными. Да. В ближнем бою, конечно, бесполезно со жнецами тягаться. Ладно, давайте продолжаем тогда вот эти дополнительные фракции, посмотрим потом как-нибудь. Так, это кто у нас? Гоплиты? А, я мог даже управление не брать. И так отлично справились. Он прям сложился так. Да, просто бойня. Так, один копейщик против... Это было легко. Не, давайте еще раз. Или не будем, ладно, пофиг. Так, щитовики, 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 король. Вот так. Вот так. Вот так. По-моему, мамонт по своим пошел. Мамонт, дави их. А тасп мамонта завалили, я в шоке. А, вот и проверим, кстати, камнеметчиков. Да, они против щитов хорошо идут. Только нужно немножко не так сделать. Да-да, держите их, ребята. Сейчас наши перезарядятся. Давайте мочите, король остался только один. А, нет, не один, там еще куча. Нормально. Мы сдюжим. Есть, короля завалили, все, это изи. Молодец, с первого попадания. Забавно. Давайте так же. Только вот так вот. Эти придурки друг друга лечат. Не так, тогда не так.
Вот и все. Так, понятно, это будет очень долго и нудно. Но мы победим. Я хочу немножко по-другому. Так. Только 2 баллисты? Ладно, фиг с ним. И какой-нибудь арчера давайте. Чур я за арчер. Есть. Не в того стреляйте! Стреляйте в солдата. Ха! Что-то как-то их хил очень плохо работает. Дайте мне кого-нибудь убить. Дайте мне кого-нибудь убить. Почти успел. Так, 3 жнеца, 2 ярла, 1 король. Окей, я вас понял. Мы на это ответим. Конечно же, лучника, как обычно. Я прям любитель дальнего боя. Не-не-не, сделаем вперемешку. Чутка. Чутка ледяных лучников и остальных обычных. Или копейщиков сделаем, они чуть подешевле. Ну ладно, пофиг. И одного барда. Так, что-то, по-моему, как-то несколько менее эффективно вышло, чем раньше. Так. А если всех ледяных лучников? Или змеиных лучников. Так тоже можно. Странно, что змеи яд не накладывают. Ну да, это было бы жирно слишком. Ну вообще мы выиграли, мне кажется. Если бы они еще были не такие косые. Блин, я тоже не попал. Ну ладно, 1 король остался, он змеями занят, короче, мы сейчас выиграем. Тогда скипаю. Хочу попробовать ледяных. Контроль! Контроль это хорошо, контроль наше все. Наверное. Блин, король как-то не очень контролится. Так, осталось 2 ярла, 1 жнец, 1 король. Да добейте ярла уже, он замерзший, вон, молодцы. Блин, король какой-то жирный вообще. Они по друг другу попадают больше, чем по нам. Давайте, ребята, я вас верю. Я не понял, у короля эмот за заморозки, что ли? Мы проиграли. Даже если король с ярлом сейчас сдохнут, как бы жнец нас добьет все равно. Нифига себе мне леща отвесили.
Так, а если два короля сделать? И... Так, пару жнецов не хватит. Двух вождей, во. Так, вожди хиленькие. Так, два короля против двух ярлов и одного короля. А, один король остался. Блин. Так, а ярлы вообще хороший урон наносят, нет? А, черт, там 600 очков. Да как это вообще победить? Ну, ближе к бою, по крайней мере. В дальнем-то понятно. О, у Балис хороший урон, я смотрю. Правда, нас это не спасет немножечко. Не подходите. Давайте. О! Вот это я понимаю, быстрая победа. Мне кажется, или мы это уже видели? Давай, малыш Хоббит. Не давай ему себя атаковать. Придурок. Почти. Ну понятно, у дубинщиков очень урон низкий. А у фермеров? А, мы уже проверяли, да, выдерживает 2 удара. О! А головой довольно нехилый урон наносит. Опять барды, да вы надоели. Так, это будет долго, нафиг. А, так они не убегают никуда? Тогда обычных сделаем. Или даже копеечков. Они дешевле. Но косые. Так, ладно, понятно, лучники, все.
Очень, мать его, долго. Очень долго. Вот так быстрее. Не давайте ему спрыгнуть с обрыва, если он спрыгнет... Нет! Нет! Ах вы сволочи! Так, ну мы это уже проходили. И за 400. Ладно, шучу, какую-то фигню сделал. Ха, интересно, а как ледяные лошадки с этим справляются? У них же урон низкий. О, понятно. Их сразу разобрали все. Походу, ничего лучше обычных лучников не придумать. Вот и все. И против кого мне прикажете сражаться? Я никого не вижу. Ну чё, прикалываетесь? Ну, кто-то где-то есть, если они куда-то идут, видимо. Ничего себе! Так, ну походу моя тактика с копейщиками сработала. Давайте, ребята. Их немного осталось. Мочите магов мочите. Шаманов. Есть, молодцы. А то если бы они подошли, нас бы сейчас раскидали. Так, гоплит. Против гоплита вот так вот. Вот и все. А, кстати, я хочу проверить, как копейщик против брони действует. Дебил. Это не считается за победу. Так это позорная победа. Да попади ты ему в щит. Я хочу посмотреть, как щит держит бросок копья. То есть стрел-то он нормально принимает, а вот... Ага, я понял. Да, давай, убивай его. Блин, он бесполезен, этот гоплит вообще. Так, кого там еще за 200 можем купить? Еще раз. Вот. Это похоже на честный бой. Селянин в сене с палкой и греческий воин с щитом и копьем в броне.
Честный бой. Ну, почти. Он все равно сдох. Понятно. Этот бой вообще можно проиграть как-нибудь, нет? Опс, не то. Так, кого там еще проверить хотели? Ага, не работает. Да, он все равно промажет и упадет, да. Как обычно. Ну, звучит интересно. Как это работает? А если бы он в щит попал? Блин, прикольно, мне уже нравится. А, да, даже если в щит попадает. Ну, 8 секунд, правда, перезарядка довольно большая. Да куда ты? Я сюда... Я не туда целился, вы что, издеваетесь? Так, а можно как-то спрыгнуть и не умереть? Нет, нельзя. Ха! Забавная механика. Урон, правда, никакой вообще. А чё это он не сдох с такой высоты упасть? А, прикольно. У него еще и перезарядка довольно быстрая. Блин, еще хочу, прикольно. Да, новые солдаты довольно необычные. Так, а у пиратов? Мушкетчик, ну-ка. Шикарный чувак. Нужно сразу ему управление перехватывать. А, понятно. Короче, есть, значит, дальнобойщики в урон, есть дальнобойщики в контроль. В контроле это у нас викинги замедляющие. Лучник эпохи Возрождения. Блин, правда 200 стоит, вообще дорогой сволочь. Так, а если фехтовальщик? А, все понятно, мы выиграли. Он сейчас упадет и сдохнет. А, нет.
Мушкетер. Неудачник. На, мушкетер дальше. Он фактически одним попаданием контролит любого врага. Это круто. Все, не стреляй. Ага. Я хочу их попробовать на куче... Вот. На куче сильных врагов. Это будет забавно. А, они не поднимаются в воздух. Или поднимаются. Что-то как-то не очень это работает. А, вон, упали насмерть. Ну понятно, сильные враги тяжелые, они с трудом поднимаются. Это против, наверное, солдат с щитами хорошо работает. Хотя, может быть, и победим. Придурок своего попал. Хватит по своим бить. Да, после такого не живут. Так, и хочу попробовать этих японских лучников. Они не очень дорогие. Но относительно. Ага, они довольно хорошо контролят. Я, правда, не знаю, вот эти взрывы урона вообще наносят, нет? По-моему, вы справляетесь немного хуже, чем с шариками. Лучники. А, ну вроде все. Напихали эти ракеты куда можно и куда нельзя. Так, ладно, поехали дальше. Ага, тут засада. Кстати, интересно, как здесь покажут себя лучники шарик. Давайте, 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 работайте, ребята. Да, против обычных слабых солдат они очень неплохо справляются. А, вы своего добили. Он улетает. Не, ну это все.
Мы победили. Наверное. Мамонт воздух поднять удастся, интересно. Я вообще не знаю, как сражаться с мамонтом. Он у меня обычно почти все нагибал, кроме короля. А, понятно, нас смяли. Можно не ждать конца. И так понятно все. Так, у копейщиков слишком низкий урон. А, нет, одного завалили. Двух завалили, молодцы. И трупы заблокировали пароход. Шикарно. Идеальная тактика. Ну все, сейчас потихоньку раскидаем. Правда, почему-то один у нас сдох сверху, непонятно почему. Видимо, своего завалил. Вот она, первобытная охота на мамонта. Так, я хочу еще раз какими-нибудь там баллистами попробовать. Баллисты вроде высокий урон. Куда ты стреляешь, блин? Да куда ты стреляешь? Ага. Так, а обычные лучники как себя поведут? Или вот змеиные? Ну, это будет долго, скорее всего. Потому что урона они наносят, возможно, столько же, но перезарядка куда дольше. Так, понятно, нас затопчут. Ага. А ледяные лучники? О, неплохо. Не идите туда, не идите туда. Они же не пройдут через эти ворота. О, один готов. Да, в принципе, они довольно неплохо замораживаются. Да, вы придурки, вы в своих стреляете. Это довольно легко. Единственное, что здесь вот на этом фронте у нас очень все плохо. Да не прийти туда, добейте этого сначала. Так, в глаз ему попаду. Бивни попадает. Да хватит бивни стрелять. Да, я... Что-то мне прицел вообще не слушается.
Да, походу он просто наводится в сторону врага и все. Да, если здесь есть автонаводка, это плохо. А я-то думал, что это я такой меткий. Так, ладно, это все очень медленно, мне надоело на это смотреть. Ага, сразу видно хороший урон. Да блин, самоубийца. Так, я еще хочу попробовать вот этих пиратов. У них, правда, урон никакущий, они всего лишь 2 выстрела делают. Да фиг с ним. Их быстренько разберут, тогда и пойдем в следующую карту проходить. Так, эти уже 2 завалили. Я просто не понимаю отличия лучника от копейщика. Они по сути одинаковые. У них перезарядка даже одинаковая. Да, молодцы. Быстро разобрали. Да, один упал и сдох. Огнестрел их не берет, понятно. Как-то мы проиграли быстрее, чем обычно. Так, вот эта штука вроде много урона наносит, да? Сейчас поспорим. Да, быстро развалили. Да вообще не разбирают. Вот и все. Мы, по-моему, даже никого не потеряли. Как с этой штукой бороться-то? У нас, по-моему, валькирии были. Так, в одном месте их лучше не ставить. Вот и все. Видимо, они не предполагали, что мы валькирии будем использовать. Так, это у нас кто? Берсерк. Мы знаем то, что вот этот за удар убивает. Если попадает, конечно. Легкая победа. Несколько с колясками, окей. Мы сделаем равное сопротивление, поставим кучу лучников. Или даже ледяных лучников. Так, понятно, ледяные лучники их не останавливают, нифига. Ну вы же все равно должны разобрать, что за фигон. Давайте старайтесь.
Так, понятно, они всосали. А если вот так? Ну понятно, отдельные юниты не поднимаются в воздух. А целиком тележка слишком тяжелая. Ага. Так, это уже как-то похоже на настоящее сражение. Кстати, никогда мушкетеров не делал, сейчас посмотрим, как они себя ведут. Ну, урон не сказать, что высокий. «11 перезарядка секунд, вы что, издеваетесь? Там урон вообще бешеный даже. Да, я все равно скипнул. Так. Снейк Арчер. Нет, наверное, не будем. Зевсов. Ну, Зевсы справятся, но как-то мне лень. Вот так лучше. О, сразу несколько минус тележек. Да ладно, мы проиграли, серьезно? Я думал, что сейчас разберем. Ну, а теперь точно выиграем. Короли эти тележки с одного удара разбирают. Это что за красные яблоки? Блин, куча королей не может завалить одного крестьянина. Так, это у нас рыцари, да? Я не уверен, с чем можно... А! Они же щитовики. Сейчас мы... По-моему, мы своих завалили больше, чем солдат вражеских. То есть, наоборот, мы своих убили больше, чем вражеские солдаты убили нас. Так, 3500, и здесь всего лишь стаги сена. Чую подвох. По-моему, мы всасываем. Или нет? Ладно, все равно скипаю. Кстати, они же бронированные считаются. Как против них работают камнеметы?
хорошо работает. Тоников жив уже. Еще много. Вообще изи. Мы их размели, не знаю, размололи просто. Ну, это легко. Нам, правда, ответочку прилетело, но мы его первыми успели убить. Так что не считается. Ну понятно, Зевс он массовый. То есть по одной цели он плохо справляется. Победа! Вчера один глаз больше, чем другого. Подозрительная сова прям. Подозрительный Зевс. Так, куча ледяных лучников. Кто у нас хорошо справляется против лучников? Значит, либо гоплиты, либо давайте фермер. Там не ледяные, там вперемешку змеиные еще. Ну, против ледяных они хорошо пошли. Вот со змеиными небольшие проблемы у нас. Так, я потом еще гоплитами попробую. Ну, понятно, мы выиграли. Так, гоплиты, где гоплиты? Опять смели. Нет. И кто-то у нас еще там был со щитом. Ага. Ой, эти даже быстрее идут, по идее. Или нет? Ну да, урон у них, скорее всего, повыше. Или скорость атаки повыше. Блин, гонево какой-то, они сейчас все с крыши попадают и сдохнут. По своим-то не кидайте. Придурки. Своих мочите. Ну так-то мы выиграли уже. Кстати, странно, что не получил развитие вот этот бронебойный боец. Потому что остальные-то лучники, они как-то все равно в урон. То есть он бронебойный один такой, по идее. Ну хотя, может быть, еще кто-то есть, мы же не всех посмотрели. Ну Зевс еще бронебойный, да. Но я имею в виду из дешевых таких юнитов. Ага, один застрял. Ну, ты не жилец. Парниша, капец тебе, все. Придурки, бля. Да по одному кидайте, чего вы, блин? Да вы сейчас друг друга поубиваете. Есть.
Так, это наш вождь. А вот и все. Так, кто у нас там хорошо с мамой-то справляется? Ну, правда, то было в узком проходе, а здесь открытое пространство. Я не знаю, как это скажется. Ну, скорее всего, скажется так, что нас размажет. А может и нет, если они застряли. Если они застряли, значит мы пройдем. Если нет, то мы проиграли. Ха, надо же, выиграю. Понятно, все. Нужно первым залпом сразу убивать. Так, а если вот так? Ну, мы вроде пробовали, получается не очень. Да, фигня какая-то. Есть! Не, все, нас смели. Так, понятно, значит, дальний бой не катит. Можем либо королей наделать. А, Зевсов, ну-ка. Да, Зевс. Из-за косарика что-нибудь можно? О, ладья из-за косарика. О, или ярл. Ярл пойдет. А викинг, кстати, довольно дешевый. Он у них косарь всего лишь самый дорогой юнит. О, Ярл завалил мамонта, ничего себе, молодец. А, правда, Зевс завалил Ярла по какой-то причине. А, остался еще один мамонт. Ну это все. Зевс один не справится. Особенно если сейчас в упор подойдет. Хотя... Достюжно. Какой он жирный.
Серьезно? А, он вообще застрял. Ты не подходи ты в упор. Я слышу, как там кто-то орет. Они не все сдохли, что ли? А, вот еще один стоит. Ха, сам же на своей тележке хочет проехать. Можно как-то посмотреть, сколько у него хп стало? О, неужели? Короче, понятно, Зевс против мамонтов ничто. Да ты чё, издеваешься? Нафиг, нафиг, нафиг. О, я молодец. Кое-как. Ну опять щитовики и отравители. Кстати, интересно, как головобойцы против щитовиков. Вроде неплохо. Молодцы. Он, по-моему, даже жив остался. Да, глаза нормальные, остался жив. Так, это у нас... Нет, так не задумано. Так тоже. Так, я сегодня. Во, другое дело. Так нужно было с самого начала. О, у нас даже щитовик жив остался. Какая-то фигня мне на голове непонятно. Ха-ха-ха! Ай, ёпта, отравители. Эх, не люблю их, так. А у нас есть еще какие-то юниты иммунные к отравителям? Ну, кроме мамонтова. Это было легко. Мы первым залпом всех убили почти. Как раз тебе твою сраную руку, чтобы не кидал больше ничего. Ага. Берсерки. Ну, берсерки на самом деле довольно хилые. Так, ну тактику мы, конечно, неверно избрали.
Там кто-то сдох уже. Еще начать не успел, уже сдох. Так, понятно, не работает. Король, как ты с ними справишься? Я чувствую, плохо справишься. А может и нет. Да, король затащил. Минотавры. Кто у нас хорош против минотавров? Арчеры. -1, -2. -3. Или нет? Нет. Минус мы, походу. Да, минус мы. Так, а если королей наспавнить и за 500 хиллер. Да, короли затащили. Правда, парочка сдохла, даже тройка. А, нет, парочка и один хиллер. И один сейчас сдохнет, его ударившись головой о землю. Так, это у нас кто? Это Ярл, да? Ха, надо же. Так, а если одни копейщики? Ух, нифига! Живучий парень. С одного удара двух вождей, а? А я тут думал, они живучие. Так, кого мы там еще можем? Сейчас тоже с одного удара. А, нет, выжила. Что-то они разного размера, мне кажется, да? Один какой-то вообще маленький, другой здоровый. А если у него топор застрял, то мы затащим. Блин, фига он живучий. Бей давай. Ага. Губор скатал. Зачем сраные лучники спрыгивают с обрыва? Да, тактика им не знакома. На баллисту нам не хватает.
Придурки. Ну, так мы, конечно, рано или поздно выиграем, но что-то мне не хочется такой победы. Ёперный театр, пипец он мощный вообще. Так, ну эти ребята вообще бесполезны. А может и нет. Затащи. Затащил, блин. Понятно, это даже не смешно. А, против Ярла мы не можем поставить против него. Ну, самураи какие-то вообще ни о чем. Блин, а монах довольно долго продержался. Ха, нити прикольно. Так они усатые, что-то у них голоса как у женщин. Я даже не сомневался. Да, бесполезно. Ярл слишком мощный. Ох ты! Это было больно, наверное. Так, в чем отличие вообще выстрелов от стрел? В том, что они откидывают врага? Нафиг. Так, вот это что за ребята? Ну, пока живут. Ага. Недолго. Да, ярлы, конечно, пипец. Вот кто нам дамажить в ближнем бою должен. Вы там все живы, нет? Да, все живы. Ха! Неужели? Но мы продолжим сражение с Ярлом. Я хочу в ближнем бою как-то у него выиграть. Ха, бомбомет прикольно. А, понятно, это как отравитель, только бомбами кидается.
Нафиг, нафиг, иди от меня. Помогайте. Помогайте. Ладно, пофиг. Так, а это что у нас так? Кто такой? Ха, прикольные. Фига они его разобрали. Ну-ка, а если одного такого поставить? Ага. Ну, пираты ему... Ой, не пираты, а скелеты вообще не ровны. На него даже не накладывается статус испуга. Так, ладно, не тратим время. М, 4 секунды откат. В принципе, неплохо. Ух, нифига, это тут такие. Ничего не делают. Он типа сознание теряет или что? Нифига не понимаю. Вампир. Вампиров он не боится. Четыре тысячи танк, нифига. А, вот так. Прям все дебафы сразу. Блин, свечку завалили. Стоп, серьезно? А чё у меня такой большой откат? Там же был где-то 3 секунды, нет? Давайте, давайте, мочите, мочите. Есть, он упал. Не прыгайте за ним, не прыгайте за ним. Зачем ты за ним прыгнул? Блин, ниндзя прикольно, он быстро такой. О, молодцы. Нашпиговали его. Ладно, все, пора. Так, бесполезные валькирии и...
не менее бесполезные пугало. Будем их так называть. Я вообще не понимаю, против кого Валькирии хороши, они как бы ни о чем. Ну, против пугал, наверное, нет смысла выставлять каких-то серьезных противников, потому что у них урон большой. То есть группа мелких гораздо эффективнее. Ага. Там, по-моему, часть сдохла, просто спрыгнув со скалы. Ну, понятно, щитовиков почти не осталось, сейчас мы... Ага. Так, теперь самая большая сложность это... Давайте, давайте, мочите, мочите его. Блин, нет. А, зачем вы там столпились, придурки? Ну, понятно, арчеры, они как-то поумнее, они вдалеке держались. Молодчина. Зоркий глаз, блин. Так, Валькирии и тележки. Наверное, поставим какой-нибудь мощный. Как-то так. А что, простите? Какой нахрен у Валькирии урон? Они... Как так можно быстро разобрать? Атас! Заберите Валькирию кто-нибудь. Атас вообще. Отлично. Так, ну лучников тогда нет смысла ставить.
Нашу первую линию уже смели. И все остальное смели. Ну да, эта тележка, возможно, местами прикольная. Так, давайте вот так. Так, а рыцари, походу, сдюжат. Так, понятно, у викингов какие-то очень домашние юниты. Придурок. Ёперный театр. Так, я даже не знаю. А что, давайте приколимся. Вот и все. Хотя бы барда успели убить. Успели же? Да, вон дохлый бард валяется. Посмотрим, как рыцари против королей себя поведут. Так, судя по лежащим на земле трупам, не очень. А, кстати, там же у ярлов очень высокий урон. И у валькирии. Давайте сначала валькирии попробуем. Да, валькирии пустили на колбасу, походу. И теперь ярд. Дальше можно не продолжать. Вот так-то лучше. Правда, они сейчас дойдут? Или нет? Ух ты.
А, понятно, то есть они этим броском практически гарантированно убивают, да? Прикольно. Во! Я чувствую самое время отходить. Есть. Держись, держись, братан. Нормально все. Все нормально. Нормально, я вам говорю. Почти. А лучники вообще всех разобрали. А, они не жильцы, все, они не дойдут. Хотя, может быть, дойдут. Но они все равно не жильцы. Да, даже не дошли. Так, Валькирия. Это было забавно. Так, а кто вообще против Валькирии может сражаться, мне интересно? Я так понимаю, она типа мобильная и наносит высокий урон, потому что с двух мечей херачит. А ну вот и все. Против копья нет приема. Так, ну это мы уже проходили. А нельзя стрелять сразу по нижнему? Мне, кстати, интересно. Не, затащим нормально. Правда, что-то мне не нравится эта тактика. Вот такая лучше. То есть змеиные стрелки, они прикольны тем, что даже если они промахиваются, то змеи все равно продолжают атаковать. О, какая-то херня, так. Вы можете в разные целиться. Все, капец нам. Не катит. О, а если кучу ниндзя?
Да, ниндзя раздает бодро. Жалко, дальность у них не очень. $10 000. Ха! Они даже с этим могут справиться. Понятно, что-то какая-то херня получилась. Так, это у нас что? А, нет, давай же, дружок, выстрели. Хоть раз. Выстрели. Да. Видимо, эта штука прям вообще какой-то бешеный урон наносит. А, какая-то херня. Я уже понял, чем кончилось. Что за монахи, мне интересно? А, они типа этим посохом еще защищаются? Окей. Это уже интересно. Так, походу мы выиграли. А если просто самураи? Они чем-то особым отличаются? Не знаю, может быть, и урон выше. Это, скорее всего, обычный самый солдат. Так, мы проиграли. Придурки промазали. Ниндзя молодцы. Я, кстати, думал, что мы сейчас проиграем. Так, ладьи, два ярла. Браулеры. Берсерки. Это кто? А, эти головоломы. Не туда пошли, не туда пошли. А, блин. Я молнией случайно своих задел, да? А, ты уже все потопил? Нифига ты там, терминатор. Ну, понятно, Зевс сейчас добьют этих двух. Или нет? У них же урон высокий, по идее. Давай, 1 на 1.
А, успел. Я думал, он меня закончил. А, вот и все. С одного удара ему не удалось нас уничтожить, значит мы его уничтожили. Так, мамонт, чучело, короли, Зевсы, ладья. Аттас вообще. Просто Аттас. Ну-ка, а чё за риперы? Ёб твою мать. Звездец вообще, они по площади долбят, что ли? Но, правда, это нас не спасло. А свордкастеры? Ох, ни хрена себе. Мощные чуваки. Правда, все еще попадают в мамонта. Понятно. Я не понимаю, чем тыквенная катапульта лучше обычной катапульты. Эффектами взрыва? Все понятно, мы сдохли. Сосите мамонта, сосите. Не, а толпами нет смысла атаковать, потому что нас разбирают Зевсы. Хотя вот эти какой-то дебаф накладывают, сейчас посмотрим. Да, толпы бесполезны. Единственное, еще вот хочу этих скелетов посмотреть. Ну да, мы их смотрели уже, но я не видел, как они справляются с мамонтом. О, мамонт готов. Если бы не Зевсы. Так, королева пиратов. Что-то когда на королеву не очень похоже. Чем королева пиратов отличается от остальных таких? А, она бомбу разбрасывает, я понял. Ну все, мы победили. Мощно. Капитан, давай, капитан. Ух, нифига! Они своими пистиками аж мамонта завалили. Но нас, правда, самих завалили. Я вообще не понимаю, что происходит. А, нас все положили, ну ладно.
мушкетчики вообще бесполезны. Вон они даже не могут мамонта завалить. А, завалили. Блин, они неплохо справляются. Они даже не умирают сразу от Зевса, прикольно. Это, видимо, из-за бочек, в которые они одеты, они типа бронированы. Мне кажется, мы выиграли. Просто по приколу. Так, резистанс, да Винчи танк. И 2 всадника. Ёкарн папа, нифига там танк да Винчи херачит. Понятно, что он 4000 стоит. Фига у них урон. Да, прикольно, ребят. Ага, всосали. Ох, Ники. Да. Еще бы второго Зевса добили, мы бы точно выиграли. Мочите, 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 Зевса мочите. Все. Один король остался, сейчас мы его добьем. А теперь нужно вместо мушкетеров лучников использовать. Ну, не баллонных нет, они против... Против мамонта ничего не смогут сделать, я более чем уверен. А, хотя не Зевсов отправили к праотцам. Может, и прокатит. Какая-то херня происходит. Так, ну художников не будем использовать, это как бы уже очевидно. Блин, вот эти штуки прикольные, но они быстро подыхают. Давайте, ниндзя, тащите. Тащите. Походу не дотащили.
Так, немножко замедлили. Это хорошо. Лажа какая-то. Давайте, Валькирии, показывайте, на что вы способны. О! Походу удастся победить, нет? Нет. Против самонаводящегося Зевса Валькирии не очень хорошо справляются. Но шанс на победу был. Был. Так, ну понятно, это вообще ни в какие ворота. Это тоже. Только не в одного. Есть. А кто жив-то остался? Стоп, в смысле поражение? У нас что? Ни одной баллисты не осталось. Да вы чё? Так они все... Окей, ладно, не все дохли. Так, а если катапульты? Не катит все. Все, короли, тащите. Ну, если бы короли не тупили, они бы затащили. А так все, капец. Короче, нужна ультимативная военная мощь огневая. Вот как-то так. Подальше, что ли, поставить? Да, все. Мамонт готов. Остальные тоже, скорее всего, сейчас скопытятся. Я думал, мы выиграем. Может, по приколу всех поставить, этих отравителей. Ну, правда, отравление против помота плохо работает. Ну, лучники тащат, как обычно. Зевс один остался, блин. Ну все, нам капец. Ладно, хер с ним.
Чё-то, по-моему, в тот раз, когда мы победили, вышло как-то получше. Никогда не пользовался этим дерьмом, сейчас посмотрим. Какая-то херня получилась. Даже не хочу проверять, чем это кончится. Блин, а начиналось сегодня довольно неплохо. Я просто каким-то классическим набором хочу пройти. Так, по идее нужны какие-то дальнобойные юниты, но при этом довольно крепкие. Во-во-во, давайте, мочите. Зевсы сдохли, да? Да, все, мы выиграли. Одни Зевсы остались. Против Зевсов у нас хорошо. Наверное, я не знаю, попробуем. Да, все. Это все. В чем тут подвох? А, за сотню нужно двух рыцарей. А, и при этом я могу только рыцаря призывать. Прикольно. Нормально, нормально, нормально. Нет, 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 вставай. А, еще один удар. Есть. Вот оно, лицо победителя. Он сам не ожидал того, что выиграет. Так. Это легко.
наверное. Огонь! А, черт, двух оставили, двух оставили! Хьюстон, у нас проблемы! Хьюстон! Ну кто там жив остался? У нас одна баллиста? А, больше? По-моему, мы друг друга сейчас поубиваем. Блин, мне даже интересно, кто выиграет. Давайте. Есть. Ага, то есть от одного попадания с баллисты он не умирает, окей. Мочите его! Мясо, мясо! Понятно, мясом я стал. Че он какой-то неправильный, по-моему? Че у него башка такая была здоровая? Не, ну мы это пройдем, но так неинтересно. Так, каким бы было интересно? Так, а Валькириями может? Да, они его разделали. Ага. Закончили череду странных битв. Так, ну на этом, думаю, сегодняшний стрим можно завершить. То есть мы прошли вступление и режим приключений. Так, тактически остались... А, и знакомство с этими дополнителями. Я думаю, тогда сначала пройдем дополнительные, потом начнем режим испытаний. Потому что, скорее всего, он, судя по названию, обещает быть сложным. Ну, на сегодня все. Так что всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Всем свободно.